Несколько лет назад НАСА зафиксировало таинственное зеленое свечение на Юпитере. Оно двигалось с бешеной скоростью и почти избежало обнаружения. Может ли это быть доказательством того, что у Юпитера есть секреты, которые мы упускали десятилетиями? И если да, то как это повлияет на нас, людей на Земле? Что ж, истина в том, что астрономы не просто случайно наткнулись на это явление. Они очень внимательно изучали Юпитер в течение долгого времени. Причина — миссия Юнона. Космический аппарат Юнона был запущен в 2011 году и достиг Юпитера в 2016. С тех пор он вращается вокруг планеты и собирает тонны данных. Работа Юноны — помочь нам понять, из чего сделан Юпитер, как работает его атмосфера и что происходит глубоко внутри планеты. В 2020 году одна из камер Юноны, называемая JunoCam, умело запечатлела кое-что странное. Рядом с северным полюсом Юпитера произошла яркая зеленая вспышка света. Этот свет, казалось, двигался очень быстро. Запечатлеть быстро движущиеся объекты в космосе крайне сложно. Вот почему это изображение удивило многих ученых. Так чем же мог быть этот зеленый шар? Самое правдоподобное и широко принятое объяснение — молния. Но молния на Юпитере сильно отличается от молнии на Земле. На Юпитере молнии образуются внутри массивных облаков, состоящих из аммиака и воды. Эти штормы намного сильнее всего, что мы испытываем здесь. И они могут давать необычные цвета, включая зеленый. Но что, если зеленое свечение — это вовсе не молния? Почему мы не видели его раньше? Это свечение могло существовать всегда. Но оно, вероятно, двигалось слишком быстро, чтобы наши камеры могли его поймать до этого момента. В любом случае, если мы заметим его снова, мы сможем изучить его более внимательно и выяснить, что происходит на самом деле. А до тех пор многие объяснения все еще остаются научно обоснованными догадками. Другой вопрос заключается в том, что это может значить для Земли. Ученые уверены, что это не окажет прямого воздействия на нашу планету. Но открытие все равно важно. Оно показывает, что погодные явления, такие как молнии, существуют на других планетах, и иногда в гораздо более экстремальных формах, например, на Марсе. Ученые только что обнаружили, что атмосфера планеты трещит от статического электричества. Другими словами, на Марсе есть крошечные молнии. Еще в 2021 году, когда пылевой вихрь пронесся над марсоходом НАСА Perseverance, ученые ожидали услышать обычные вещи — скрежет песка, шум проносящегося ветра. Вместо этого марсоход уловил слабый щелчок — хлопок. Сначала это не имело особого смысла. И вот теперь исследователи наконец думают, что знают, что это было. Этот звук, скорее всего, возник из-за разряда электричества в разреженном воздухе Марса. По сути, на Марсе много молний. Это не похоже на молнии на Земле. В небе не мелькают яркие вспышки. Атмосфера Марса слишком тонка для этого. Вместо этого это крошечные искры. Тем не менее, они считаются молниями, что официально делает Марс третьей планетой помимо Земли, на которой, как известно, есть молнии, после Юпитера и Сатурна. Как ученые это обнаружили? Дело в том, что на мачте Perseverance установлен микрофон под названием SuperCam. За 2 года он записал около 28 часов марсианского звука. И спрятанными во всем этом аудио были 55 коротких всплесков,
которые соответствовали тому, что можно ожидать от небольших электрических разрядов. Искры были крошечными, как те маленькие удары током, которые вы получаете, когда касаетесь дверной ручки после прогулки по ковру. Да, каждая искра длилась всего миллисекунды, но 7 из них также совпали с электромагнитными помехами. Это большая улика, указывающая на то, что электричество прыгнуло через воздух рядом с марсоходом. Но откуда берутся эти марсианские молнии? На Земле молнии образуются внутри грозовых облаков при столкновении частиц льда. На Марсе нет таких ливней. Там слишком холодно и сухо. Но там много пыли. Когда сильные ветры кружат пылинки, они трутся друг от друга и обмениваются электрическими зарядами. Ученые используют длинное и сложное слово для описания этого явления — трибоэлектризация. Но идея проста. Трение создает электричество. Как только этот заряд становится достаточно сильным, происходит разряд. Этот разряд создает как звук, так и электромагнитные волны. Те самые сигналы, которые зафиксировал Perseverance. Эти крошечные искры могут звучать безобидно, но они имеют большое значение. Электрическая активность может изменить химический состав Марса. Она может способствовать созданию химически активных веществ, таких как перекись водорода и перхлораты, которые расщепляют органику. Это могло бы помочь объяснить, почему Марсу трудно сохранить следы древней жития. Электричество также может влиять на то, как движется пыль. Заряженная пыль поднимается легче, что может помогать пылевым бурям расти и поддерживать самих себя. Это создает нечто вроде петли обратной связи. Больше пыли, больше заряда, больше бурь. И есть практическая сторона. Эти искры не повредят астронавтам напрямую, но они могут мешать работе электроники или повредить чувствительное оборудование. Знание того, когда и где они происходят, поможет инженерам проектировать будущие миссии и будущие скафандры для работы в электрически активной среде Марса. Теперь давайте переместимся дальше от Солнца. Вот кое-что, что может изменить ваше представление о Солнечной системе. Новые симуляции предполагают, что Уран и Нептун, возможно, вовсе не являются гигантскими ледяными шарами. На самом деле они могут быть гораздо более каменистыми внутри, с тонкими ледяными слоями вокруг. Исследователи из Цюрихского университета запустили новые модели и обнаружили, что этим ледяным гигантам не обязательно состоять преимущественно из льда, чтобы соответствовать тому, что мы наблюдаем. Фактически, многие из их симуляций работают так же хорошо, если эти планеты содержат гораздо больше камня, чем ожидалось. Основываясь на данных, которые у нас есть сегодня, Уран и Нептун могут быть как каменистыми, так и ледяными. Просто недостаточно информации, чтобы выбрать между ними. Вот почему ученые продолжают призывать к миссиям, которые вышли бы на орбиту этих планет и изучили их вблизи. Voyager 2 пролетел мимо Урана в 1986 году и Нептуна в 1989. Он сделал несколько измерений и полетел дальше. Ни один космический аппарат никогда не задерживался там достаточно долго, чтобы по-настоящему выяснить, что происходит под облаками. Поэтому ученые полагаются на компьютерные модели, построенные на основе ограниченных улик. Классическая картина ледяного гиганта все еще работает, но это уже не единственное объяснение, которое соответствует данным. Еще одно удивительное открытие касается спутника Урана, Ариэля. Несмотря на то, что он мал,
Ученые теперь думают, что в нем когда-то мог скрываться массивный подземный океан, который составлял более половины всего его объема. Этот океан мог быть толщиной около 105 метров, и он мог существовать еще 1 миллиард лет назад. Ариэль имеет ширину всего около 720 миль, 1160 километров, что примерно составляет треть размера Луны. Из-за этого ученые раньше предполагали, что он не мог удерживать тепло очень долго. Новые исследования не совсем с этим согласны. Когда Voyager 2 пролетел мимо Урана в 1986 году, он прислал изображения, показывающие, что поверхность Ариэля не выглядела старой и замерзшей. Напротив, спутник выглядел относительно молодым и активным, с трещинами, хребтами и даже признаками ледяных вулканов. Некоторые из этих особенностей выглядят удивительно похожими на то, что мы видим на таких спутниках, как Европа, Энцелад и Тритон. А это места, о которых мы уже знаем, что под их льдом есть океаны. Позже ученые также обнаружили следы аммиака и углеродных соединений на поверхности Ариэля. Эти химические вещества обычно не сохраняются долго, если только что-то не продолжает выносить их снизу, что часто означает наличие жидкой воды под землей. Исследователи построили модели того, как может выглядеть внутренняя часть Ариэля. В их симуляциях у спутника была хрупкая внешняя кора, более мягкий слой под ней, глубокий океан под ним и твердое ядро в центре. После этого они протестировали, как кора Ариэля отреагирует на приливные силы, постоянное растяжение и сжатие, вызванное Ураном и близлежащими лунами. Оказалось, что если кора Ариэля была тоньше примерно 19 миль, 30 километров, она треснула бы под серьезным приливным напряжением. Одним из источников этого напряжения могло быть взаимодействие с другой Луной, Мирандой, около от 1 до 2 миллиардов лет назад. Это взаимодействие слегка вытянуло орбиту Ариэля и создало достаточное напряжение в коре, чтобы разрушить ее. В любом случае, пока слишком рано утверждать, что у Ариэля все еще есть огромный океан сегодня. Он маленький и легко теряет тепло. Если какая-то жидкая вода и осталась, она, вероятно, гораздо более тонким слоем и не является идеальным местом для поиска жизни. На сегодня это все. Так что, если вы утолили свое любопытство, поставьте видео лайк и поделитесь им с друзьями.